Всем привет! Меня зовут Настя, надеюсь, вы не забыли меня. Мы последний раз снимали обсуждение, наверное, год назад на холостячку. Я уже несколько лет записываю обсуждение на холостяка, на холостячку. Мне это нравится. Мне нравится, в принципе, смотреть это шоу, где девушек красиво наряжают, красят. И многие, конечно, были недовольны, что сделали дубляж. И я понимаю их недовольство, потому что сделали дубляж одноголосный, можно сказать. Да, холостяк, один, поэтому проще было, что один парень привел одного парня. Но когда переводит, одна девушка всех девушек, это, конечно, немножко неприятно. Теряется вся суть и эмоции. И, как писали многие в комментариях, было бы действительно намного лучше, если бы, либо сами девушки озвучивали свои голоса на украинском языке, либо чтобы наняли хотя бы больше, актеров, переводчиков, чтобы они озвучивали дубляж, потому что, ну, реально нужно смотреть все время на экран, чтобы понять, кто говорит. И этот голос, у него же одни и те же эмоции. Девушки испытывают все абсолютно разные эмоции, и у каждой свой тембр голоса, и это реально очень круто. Потому что у меня сложилось такое ощущение, как будто я смотрю зарубежного холостяка, зарубежное шоу, а не нашего привычного, обычного украинского холостяка. Так, не буду слишком долго задерживаться на озвучке. Следующее, я как садила себе заметочки. Только первое знакомство, а уже столько склок между девушками. Я теперь понимаю, почему меня не взяли на пару лет назад на шоу "Супер Жінка". Мне писала девушка-менеджер, с проекта. Она проводила со мной интервью. Она задавала мне разные каверзные вопросы. Там, например, как я отношусь к однополым бракам, как я отношусь к тому, если там мужчина старше на 12-20 лет, там, как я отношусь, к ЛГБТ-сообществу. То есть и я отвечала, знаете, так спокойно, что я толерантна ко всем, что мне абсолютно все равно, какой возраст у человека, я принимаю людей такими, какие они есть. И девушка такая: "Слушай, да. Ну, нам просто не хватало, девушки, не девушки, а жены. Не хватало жены моряка, поэтому они со мной связались. Но я им не подошла, потому что я была бы слишком спокойна на шоу, а вот как раз таки на шоу важны вот эти вот терки между участниками, потому что по большей части люди любят терки. Ну, лично я не люблю сильно терки. Ну, если какие-то небольшие конфликты есть, да, это забавно, весело, но не прям когда, знаете, когда обзывают друг друга за внешность, за голос, за фигуру, это уже для меня перебор. И вот еще что, когда обсуждают материальное положение другого человека, не у всех есть возможности обеспечивать себе достойную жизнь. И за это осуждать человека я тоже считаю ненормально. Ну, в общем, вы видите, да, для меня все нормально, все люди хорошие. Ну, не все люди хорошие, как мы уже поняли. Так, изначально, так, уже прошло 3 минуты. Так, хочу, чтобы вы писали в комментариях. Я, в принципе, могу говорить на украинском языке, но меня смотрят так же само люди из Казахстана, с Европы, с Латвии, с Литвы, и они понимают только русский язык. Если будет множество комментариев, и если будет аудитория сейчас меня смотреть только с Украины, я могу говорить на украинском языке. Я с 1 класса училась в украинской школе, потом университет, лицей, все было мне на украинском языке. Но вот так вот беспрерывно говорить я могу только на русском, потому что классику я читала на русском языке. И если будут нормальные, адекватные комментарии, нормально просящие люди говорить меня на украинском языке, это сделать. Но если будут какие-то гадости, там, обзывательства, я на таких людей даже реагировать не буду. То есть, чтобы было вот реально много комментариев, если будет много комментариев, я перейду. Если нет, то я таки буду продолжать, потому что на украинском языке, конечно, у меня будет первое время немножко ступор, потому что я последний раз говорила на нем в университете пару лет назад. В общем, а, так, следующее. Хочу отметить, какие красивые видеозоны они сделали для интервью. Ну, просто реально, знаете, как будто ты пришел в фотостудию фотографироваться, и это реально очень круто. Заметно, что проект «Холостяк» растет, что у них, соответственно, становится больше бюджет, и от этого они становятся более креативными, потому что, ну, реально, когда снимаешь уже больше 12 лет шоу, нужно как-то привлекать зрителя, а зритель очень любит красивую картинку, очень любит качество, и меня как визуала это очень сильно порадовало. Так, ну, перейдем уже к девочкам. Почти на 5 минут уже, начиная с 5 минут будем переходить к девочкам. 1 девушка,
Ее мама сказала, что она выйдет замуж только если у мужа будет домработница. Ну, и понятное дело, что у мужчины, у которого есть домработница, у него большой капитал. И, соответственно, девушка может позволить себе не работать, что он сможет обеспечить ей финансовую стабильность, ту финансовую, ам, ну, ту хорошую жизнь, которая была у нее с родителями. Знаете, она показывала себя такой уверенной в себе, что её добивается мужчины, что она, не захочет с каким-то мужчиной, она с ним не будет, даже если у него будет куча денег. Но у нее так тряслись руки, она так волновалась. И знаете, какой бы сильной вы не хотели казаться людям, все равно, вот в каких-то таких вот стрессовых ситуациях, вы покажетесь настоящим. И это, кстати, очень круто, что человек вот говорит, что вот я такой, 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 а вот в таких вот ситуациях он проявляется совсем иначе. И знаете, вот такая вот девушка ранимая мне больше понравилась, чем та, которая говорила о себе: "Вот я такая крутая, мне никто из мужчин не нужен, захочу выберу того, захочу его брошу". И мне просто больше нравятся приятные, милые девушки. Так, не будем слишком долго на ней, так задерживаться. Следующее. Я хотела обсудить пластику. Многие заметили, что сейчас девушки некоторые стали говорить открыто о том, какие пластические операции себе делали. Я абсолютно нормально отношусь к пластике, если это в меру. Если, это сделано красиво, не с перебором, не знаете, как сейчас, сделала, к примеру, себе Мадонна. Она себе так натянула лицо, сделала себе филлеры, и она уже совсем не та. Она уже не похожа на ту Мадонну. Вроде бы она себе еще сделала зубы, у нее же была щель между зубов, и она себе сделала зубы. То есть это была ее изюминка. Вот вот я не люблю, когда люди, слишком увлекаются, и они теряют себя, свое истинное лицо. И люди с абсолютно разной внешностью могут найти счастье. Не обязательно быть полностью переделанной, чтобы тебя кто-то полюбил. Главное полюбить себя, а потом тебя уже полюбят, со всеми твоими недостатками, другие люди, твой человек. Ему будет абсолютно все равно, там, грудь у тебя пятого размера или третьего размера, или вообще у тебя ее нету. Потому что, ну, вот, да, красиво, когда делают грудь, но красиво, когда она естественная. Может быть, пятый размер, но при этом она хотя бы как-то двигается. Для меня дико странно, когда грудь не двигается. Знаете, такое ощущение, как будто это, конечно, будет немножко грубое сравнение, но когда грудь не двигается, такое ощущение, как будто это трансвестит надел на себя грудь. Есть же, показывают вот разные шоу, особенно в американских фильмах, показывают, как трансвестит надевает на себя вот это вот на шею натягивает, и потом эту грудь, и она не двигается. То есть это для меня должно быть, даже если ты делаешь грудь пятого размера, она должна обязательно двигаться, потому что это, ну, нормально, когда грудь двигается. Я сейчас знаю, что уже давно, уже как, не знаю, мне кажется, больше 5 лет, хирурги всего мира стараются делать, акцент на более натуральные груди, там натуральные импланты, я знаю, девушки себе вставляют, чтобы она была упругая, эластичная, а не, знаете, как мячики. Мне кажется, те, хирурги, которые делают такую грудь, мне кажется, у них либо старые планты, либо у них, не знаю, какие-то предубеждения, что у женщин там, например, не должна двигаться. В общем, слишком много груди говорить не будем. Актриса. Я не могу вспомнить, где я раньше ее видела. Не знаю, потому что я посмотрела список ее сериалов, фильмов. Она мало где снималась. Возможно, она снималась, знаете, в каком-то таком шоу, где якобы живые люди, но на самом деле просто была актрисой там. Ну, это как, про шахраив, что там еще у нас есть, про экстрасенсов, вот такое. Либо же она просто очень похожа на одну из американских актрис, пока не могу понять, какую. Мгм. Следующая была девушка, которая, приготовила голубцы. И прикольно, что "Прошлый холостяк" снимали в том месте, где она работает, и что именно это сподвигло ее пойти на шоу. Она подумала: "Почему бы и нет?" Вот действительно, почему бы и нет? Почему бы не делать то, что нам хочется, то, что нам нравится, то, что вот прямо из души идет. И мне еще понравилось, что после ее ухода он продолжал есть голубцы. И как только она зашла к девушкам, она сделала одной из девушек, какие красивые у нее зубы. Почему-то многим девушкам это не понравилось, некоторые даже начали говорить, лучше бы она молчала. Ну что за бред? Она же как-то ее не обозвала, если вот та девушка вроде бы себе сделала виниры, поэтому они ей очень понравились. Как они сделаны, какая красивая у нее улыбка. Она же не сказала какие-то ей гадости, она же не сказала,
Не знаю, вот, к примеру: "Твои настоящие зубы не так красиво выглядят, как сейчас выглядят твои виниры". Но она ж не сказала так, она просто сделала комплимент. Я не понимаю, почему, так плохо, когда женщина делает комплимент другой женщине. Не знаю, я бы обрадовалась, сказала бы спасибо, особенно если эта девушка мечтала прям о такой красивой улыбке. Не знаю, для меня это было немножко странно. Возможно, мне показали, все ситуации, хотя 7 часов в эфире, конечно, с рекламой, но это очень много. Для меня, конечно же, было тяжело. Я обычно же снимала в другом формате. Я снимала, холостяка, обзоры записывала на камеру, потом это все монтировала и выкладывала. Но это занимает намного больше времени, плюс мне хочется, чтобы было еще какое-то живое общение. Я снимала всегда ночью. Но сейчас я поняла, что просто смотреть 7 часов "Холостяк", а потом еще после 2 ночи снимать прямой эфир, да кто вообще будет после 2 ночи смотреть этот прямой эфир? Никто. Поэтому сейчас у меня, другой формат. Я и эксов обсуждала точно так же. Ага. Следующее. Хитрая идея с подарком, что нужно было за ним поехать в другое место, соответственно, ехать туда 10-15 минут, обратно 10-15 минут, там еще провести время. И за это время можно реально раскрыться. Это реально получилось как мини-свидание. Конечно, история у девушки очень, трогательная. В какой-то момент, даже, можно было по нему заметить и по его разговору, по его словам, что ему было немножко неудобно, некомфортно слушать сразу же столько на первом общении о том, что у нее такие проблемы в жизни. Но это показало ему с той стороны, что она очень сильная, что она, добивается своего и что она не опускает руки. Но, знаете, для кого-то это может показаться перебором, когда ты столько рассказываешь человеку о своих каких-то проблемах. А, Люди в основном не хотят слышать о проблемах других, не хотят слышать о каких-то плохих, физических самочувствиях, особенно на первых свиданиях. Но зато так она ему запомнилась. Интересно было, что в 24 года она была уже 2 раза замужем. Интересно дальше будет послушать эти истории про ее замужество, почему они оказались неудачными. Как мы потом узнали, что ее дочке сейчас год и 4, хотя ей вообще, врачи сказали, что ей нельзя рожать, она не сможет рожать, потому что она перенесла такие заболевания. И что эта девочка не от мужей. Интересно, она от любимого человека или она просто захотела. Знаете, вот многие женщины, рожают от доноров. Было бы интересно послушать. Меня вообще поразила женщина-телохранитель, потому что я, честно, не знала, что есть, женщины-телохранители. Для меня это как-то удивительно. Когда ты представляешь телохранителя, ты представляешь, высокого, сильного мужчину средних лет, знаете, такого строгого, без улыбки, без всего. А тут девушка-телохранитель, это реально должна быть сильная физическая подготовка, выносливость. По поводу умственных способностей я не сомневаюсь, что женщины очень умные, очень сообразительные. Интересно было посмотреть на нее в действии. Знаете, что интересно? Что почти все девушки говорят, что я чувствую, что это мой мужчина. Я не знаю, я, конечно же, давно уже замужем, много лет в отношениях, и я никогда с первого раза не чувствовала в том возрасте, пока я встречалась с парнями, я не чувствовала, что вот, к примеру, вот это мой парень. Все, я чувствую. Нет, у меня должно было пройти какое-то время, минимум месяца 3, да, 3 месяца, чтобы я могла понять, вижу ли я с этим человеком будущее, хотела ли бы я за него в будущем замуж. Не знаю, ну, первое мнение всегда обманчиво о человеке. Вот девушки говорят: "Вот это все, я в него влюбилась, он там идеальный, он такой хороший". Первое мнение ошибочно, потому что мы зачастую смотрим на внешность, на тембр голоса, на фигуру, на мимику, на жесты. Первые, вот такие вот знакомства мы всегда хотим показать себя с лучшей стороны, потом открываемся уже с другой стороны. Поэтому через месяц он их может полностью разочаровать. И это, знаете, просто, возможно, они не чувствуют, что это их мужчина, они просто хотят это чувствовать. Возможно, у них, такая, симпатия к нему сильная, влюблённость. Не знаю, за влюблённость, мне кажется, еще рано говорить. Просто так вот увидеть человека и сказать: "Всё, я в него влюбилась, за внешность". Нет, мне кажется, нужно хотя бы неделю, недельки 2, при этом с ним постоянно видеться, ходить на свидание, чтобы понять, влюбилась ты в него уже или нет. Внешне мне очень понравилась девушка с короткими, вот такими красивыми блондинистыми белыми волосами. Ей эта стрижка, вообще это ее стиль, ей очень идет. И сразу чувствуется, что вот она говорит, что она жила в Нью-Йорке, что вот этот вот вайб Нью-Йорка, этого города. И как она рассказывала, что
Этот город, Нью-Йорк, он вдохновляет, но при этом в нем каждый сам за себя. Ты можешь даже в нем чувствовать себя одиноко. Да, Нью-Йорк очень огромный город, там многомиллионный город жителей, и там постоянно все куда-то спешат, идут, и там можно затеряться в толпе. Это, кстати, огромный плюс, что ты можешь просто идти, затеряться в толпе и просто идти потоком, идти в своих мыслях. Я бы хотела побывать в Нью-Йорке, почувствовать эту атмосферу этого города. И вот еще они оба иммигранты, и для них это будет точкой соприкосновения. Некоторые девочки, кстати, удивились, что он ее оставил, но для меня было не удивлением, что он оставил ее. Девушка, которая якобы журналистка, неудивительно, что он сразу раскусил ее, потому что она нервничала. Было видно, что она переживает, что она ведет себя недостаточно уверенно для журналистки, потому что на такое шоу, если пригласили бы журналистку, она бы не вела себя бы так немножко растерянно, у нее глаза бегали, немножко так было видно, что какая-то дрожь в теле у нее есть, как-то она теперь переминалась с ноги на ногу, и он это все почувствовал. Он сразу же раскусил ее, и если бы она об этом подумала бы не на самой площадке, а вот заранее продумала, что она будет так себя вести, порепетировала бы дома, тогда он бы не догадался. Потому что, мне кажется, журналистки ведут себя достаточно уверенно. Следующая, девушка, которую мы обсудим, это будет та, которая 28 лет, которая в 16 родила, сына, в 17 девочку. И что ее, тогдашний, я не помню, сейчас они были замужем, нет? Тогдашний ее мужчина-парень, он был всего лишь на год старше её. Она была в 9 классе, он в 11. И чего, конечно, можно ожидать от молодого парня, которому еще нет 18, получается, ему тогда еще не было 18. Чего от него можно ждать? Да, он просто влюбился, она очень красивая. Мне она очень понравилась внешне. Мне нравится, как она себя держит, ставит. Мне нравится, хотела сказать голос, но я не знаю, какой у нее голос. А, Молодой парень, которому 17 лет, у него еще играют гормоны, он может думать: "Все, я люблю эту девушку, я буду с ней всю жизнь". Это просто женщины, они более чувственные, и они привязываются, они больше привязываются к своему партнеру, чем мужчины привязываются к женщине. И когда у женщины вообще довольно рано просыпается материнский инстинкт, это связано с нашими гормонами. И женщина готова уже в 15-16 лет, многие женщины, не все, кстати, готовы уже иметь ребенка, они хотят ребенка. Знаете, это тоже на гормональном уровне. Женщины хотят сойтись, с парнем, с мужчиной, потому что они хотят уже ребенка. Они готовы к нему как бы на гормональном уровне, но, не на ментальном. И поэтому она уже была готова ему рожать детей, а он, в силу своих гормонов просто, побыл с ней, потом влюбился в другую, и все. Она же сказала, что он изменил ей, когда она была на 6-м месяце беременности, дочкой, то есть вторым ребенком. Ой, ну, что взять с молодого парня? Если бы это был бы уже взрослый мужчина, которому уже после 25 лет, да, тогда можно было бы более строго его критиковать. Но это еще, как бы, можно сказать, был ребенок, парень. Он только учился в школе. С него нечего было взять, в общем, скажем так. Детей нужно заводить, если вы хотите уже в таком прям раннем возрасте, вы чувствуете, что вы уже готовы стать матерью, лучше не выбирать себе в партнеры, в отцы своих детей парня, который вашего возраста. Лучше выбирать мужчину, который старше вас на 10 лет. Если вам 18, то лучше на 10 лет выбирать, потому что он уже и сможет, кстати, вас финансово обеспечить, если вы уже готовы к детям. Знаете что? Мне сейчас 27 лет, и я думаю, ее ребенку уже одному 12, уже 12 лет, уже, наверно, скоро 13, а дочке 10 лет на то время было. И я думаю: "А у меня еще нет детей". У нее уже такие взрослые дети, там 5 класс заканчивают, а я думаю: "Ничего себе". И, кстати, раньше я очень тоже сильно хотела детей в таком раннем возрасте, но потом сейчас понимаю, что это было бы слишком рано, что я бы не жила той жизнью, которую я хотела, пришлось бы себя сильно ограничивать, и, возможно, муж не добился бы того, чего он добился сейчас в своей карьере, потому что пришлось бы большую часть денег тратить на ребенка, уделять время ребенку, финансы пострадали бы, конечно. Поэтому я рада, что мы не приняли такое решение рожать в 18 лет детей. Девушка вся в татуировках. Мне она очень внешне понравилась, очень красивая. Да, это, конечно, немножко для меня,
не странно, для меня, лично для меня странно вот так вот полностью забивать свое тело. Если кто-то делает другой со своими эти татуировки полностью на все свое тело, мне абсолютно все равно. Пусть человек делает с собой все, что хочет, это его дело, но лично на себе я бы не сделала столько татуировок, особенно вот на грудной клетке, на груди, на ногах. Да у меня вообще татуировок нету. Мне щас кажется, что вообще бы нигде бы себе их не сделала. Но это смотрится, знаете, так красиво. Так вот и на пальцах у нее есть. Это смотрится, своеобразно, и это проявление человека. Так он, ставит себя перед миром. Он хочет, чтобы его, понимали через его татуировки. Это то же самое, как макияж. Девушки самовыражаются через макияж, через прическу, через цвет волос, через одежду. Кто-то выражается через татуировки, кто-то через музыку, кстати. И я еще не ожидала, что у Алекса, как его называть, Алекс или Алексей? Алекса есть сын, и что ему 7-8 лет. При этом он не был женат. Это мне будет очень интересно послушать, почему у него есть ребенок, но он не был женат. И я так поняла, что это ребенок не от его бывшей девушки, с которой он встречается, с которой он сейчас в хороших отношениях. И в хороших ли он отношениях сейчас со своей женщиной, которая родила ему ребенка. Потому что сын, видно, что он его любит. Интересно, приведут ли сына на какое-то свидание с девушкой? Следующее. Саша, которой 25 лет, в зеленом жакете, очень красивая девушка. Я когда ее увидела, не знаю, вот такие красивые женственные черты лица, благородные. И она такая веселая, у нее очень приятный смех, и сразу было видно, что она его зацепила. Каролина, как принцесса из 19 века. Вот эти вот кучерявые волосы, жемчужное ожерелье, белое платье с цветами. Она такая воздушная и легкая. Мне очень импонирует такой стиль у девушек. Вообще мне нравится разный стиль у девушек. Мне нравится, чтобы я могла быть разной. Я могу быть тоже такой воздушной, нежной, могу быть стервозной, там какие-то стрелки себе нарисовать, одеть более какой-то такой наряд, более откровенный, или там костюм надеть строгий. То есть мне нравится, что сейчас у нас есть выбор у девушек, у женщин, что мы можем одевать. И как один день мы пойдем в таком воздушном платье, а второй день мы оденем какой-то облегающий костюм, как у женщины-кошки. Следующее. Аделина, темнокожая, как певица, дива в этом костюме, с этим макияжем, прической, очень красивая. Мне она понравилась. И меня удивило, что актриса сказала, как это ей 19, она выглядит на 48. Ну, что за бред? Ну, явно же видно, что девочка не выглядит на 48 лет. Не знаю, возможно, она слишком далеко ее видела, и я не знаю, почему она так сказала, либо из какой-то женской зависти, что вообще такая красивая, эффектная девушка вообще не выглядит. Да, может быть, она не выглядит на 19, и, ну, до 25 она точно выглядит. Но сказать ей, что ей под полтинник, ну как, у нее такое красивое лицо. Ну, показалось, что чисто, потому что нам не показывали сблизи, без морщинок. Возможно, они еще какой-то блюр делают, потому что я заметила, что на некоторых участницах они делали блюр на лице, что лицо было более сглаженное. Посмотрим дальше, но все равно, ну, не выглядит же девочка на 50 лет. Ну, это было слишком грубо. У участницы конкурсов красоты шикарные длинные волосы. Я так понимаю, это ее натуральный цвет волос. И еще у нее красиво сделаны губы. Я же говорю, я абсолютно нормально отношусь, когда у кого-то сделаны губы, там, нос, что-то, скулы. Главное, чтобы это смотрелось гармонично. И видно, что у нее так красиво сделаны губы, потому что у нее самой до этого была хорошая форма губ. Наверное, у нее была форма губ, как у меня, и она просто добавила объема. То есть, если бы у нее были бы тонкие губы, то это было бы видно над губой, было бы, знаете, как это называют, усики такие беленькие. Следующее. Ой, мы уже подходим, наверно, к концу. Уже 23 минуты. Для меня так, неожиданно, что 23 минуты обсуждаем, потому что думала, что я быстрее это все сделаю. Белые розы получила Настя. Неудивительно, потому что она рассказала ему такие истории, и после этого он не мог просто, во-первых, не дать ей розу. Она слишком открылась перед ним, тем более она красивая девушка, интересная. И она довольно много о себе рассказала, я же говорю, и показала, что она сильная. Белый цвет — это исполнение желания участницы. То есть сейчас добавили новые розы разных цветов, которые будут символизировать, разные, разные не правила. В общем, она на следующей неделе может загадать любое желание, а он его исполнит. И он будет такую белую розу с желанием давать каждую серию какой-то участнице. Будет интересно, какие девушки будут загадывать желания, потому что, знаете, бывает,
дают, такие шансы девушкам, да и в "Холостячке" тоже холостячка давала парням такие шансы, но некоторые стеснялись как-то их использовать. На этом шоу вообще стеснение, не стеснение, не стеснительность, а неуверенности, скованности не должно быть, потому что здесь нужно действовать быстро. У тебя есть буквально неделя, чтобы впечатлить, холостяка, чтобы запомниться, чтобы он тебя не выгнал. И еще, какие бы успешны не были девушки, и какого возраста они не пришли, все хотят семью или как минимум почувствовать, что они любимы. Ам, вот пришли девушки от 19 пока что до 37 лет. Вроде бы 37 это самый там высокий возраст, да? И все они хотят чувствовать любовь. Некоторые говорят, что они вообще не чувствовали никогда вот такой сильной любви, привязанности к кому-то. И даже видно у многих глазах, что они одиноки. Вот, к примеру, Настя, которая с Одессы, у которой уже 2 детей, было видно по ее глазам, что она одинока сейчас, что ей хочется. Хочется, чтобы рядом был сильный мужчина, который будет искренне ее любить, заботиться о ней. Игра "Get-Контакт". Было интересно, что некоторые девочки отказались. В частности, для меня было удивлением, что отказалась, такая вот воздушная, легкая, как ее зовут сейчас? Кучерявая. Слишком далеко зашла. Вот, Каролина. Меня удивило, что Каролина отказалась от того, чтобы её смотрели в "Get-Контакт", потому что она не кажется на вид такой. Какие были бы какие-то секреты такие, не знаю. Ну, я бы не отказалась. Мне вообще, в принципе, ничего такого интересного и нет. В основном мое имя, фамилия и, там, к примеру, имя моего мужа, типа, как, Настя Влада или жена Влада. Ну и все. У меня ничего такого особенного нету. И интересно было посмотреть на те некоторые скрытые теги. У кого-то там было 100 скрытых тегов. Интересно было бы на них посмотреть. Итак, мы уже переходим к тем, кому он давал розы. Спортсменки Люди, которая отпросилась брата на свадьбу, он дал розу. Я так понимаю, что он дал ей розу как бы авансом, потому что он понимает, что сейчас она не сможет присутствовать целую неделю на проекте. И если он не даст ей розу, возможно, потом он пожалеет. Поэтому он решил дать ей розу авансом, потом она приедет, и я думаю, что он сразу же сходит с ней на свидание, чтобы понять, есть у них какие-то общие интересы или нет, цепляет она его или нет. 5 роз получили девочки, которые выиграли в соревновании, в конкурсе "Первое свидание". То есть они все впятером пойдут на первое свидание. Знаете, для меня не очень, когда уже, на двойное свидание еще ладно пойти, на тройное уже не очень, но 5 девочек на одном свидании — это будет очень тяжело, нужно со всеми пообщаться. И плюс, кто-то может обидеться. Вот, к примеру, он как-то посмотрит на ту девочку, на нее не посмотрит, она обидится, и у нее сразу же переменится характер, и она не будет показывать себя такой, какая она есть, она будет показывать себя с не очень хорошей стороны, возможно, какой-то ревнивой, агрессивной. Поэтому лучше, когда свидание индивидуальное. И это была Юля, Медуза, она мне записана в скобках. Не знаю, вот, кстати, еще не обсудила то, что она подарила ему медузу. Ам, не знаю, я просто не люблю такие все штучки. И куда бы эту медузу я дела, я не люблю, когда мне дарят, такие вот вещи, которые я не могу использовать. Я более практична, я люблю, чтобы мне дарили, там, к примеру, уход за лицом, за волосами. Всё. А если это муж, там какие-то украшения тоже, не знаю, да, украшения. В принципе, косметику. Вот тут какие-то классные тени, там, как Анастасия Беверли-Хиллз. Не знаю, я просто не люблю, когда мне дарят какие-то безделушки, которые я не смогу использовать. Вот, я люблю, когда мне еще технику дарят. Ну, не считая телефонов, там кухонный комбайн, тостер, гриль. Знаете, такая домохозяйка: "Подарите мне кастрюлю". Вот если мне подарили кастрюлю, я бы больше обрадовалась, чем мне подарили бы медузу. Да, это, конечно, мило, прикольно, что человек сделал её своими руками, но это прикольно, когда тебе лет 15, и ты это даришь парню, потому что у тебя нет денег. Вот еще картину, еще да, еще можно, но медузу, ну куда он будет цеплять ее себе, на пиджак? Нет. И она будет просто у него валяться где-то и не будет ее использовать. Это она может себе на платье ходить, а он нет. Неудивительно, что розу получила, Катя, модель в черном платье. Мне кажется, она прям провела у него такой вау-эффект, и он прям так на нее заглядывался. Да, у нее, конечно, интересная очень история, что она работала фотомоделью, сама себя обеспечивала и жила в Европе, в Германии, в Италии.
и было бы интересно побольше о ней узнать. И, знаете, она очень похожа внешне с Сашей, которая была в зеленом костюме. Ну, вообще, в принципе, мне нравится, что вот в этом, шоу, в этом сезоне, что очень многие девушки очень сильно отличаются по внешности, что не набрали вот каких-то таких вот типичных, одинаковых девушек. К примеру, там, если брюнетки, они одной внешности, блондинки одной внешности. Нет, они все разные, вот кроме вот Саши и Кати для меня они пока что, возможно, просто из-за причесок, и макияжа, они мне пока кажутся очень сильно похожими. И еще из-за цвета волос. Вроде бы они обе натуральные, натуральные, с натуральным цветом волос, и они вроде бы не красят. Посмотрим дальше. Блондинка с короткими волосами, уже говорила, что она интересная, она получила розу. Аделина темнокожая, эффектная, красивая, тоже неудивительно. Меня не удивило, что Катю он отпустил, которая сделала вид, что она журналистка. Ну, было видно сразу, что он ее раскусил, что она его не зацепила. Он не показывал вообще к ней никакую заинтересованность, и особенно когда он уже догадался, кто она такая, ну, не знаю, он даже как-то не оборачивался, но не показывает, что он оборачивался в ее сторону. Нет, и он даже не пытался, сказать ей, что я знаю, кто ты, или, знаете, как-то вывести на чистую воду, ему это было просто неинтересно. Таня брюнетка, она ушла, ее мало показывали, очень мало. Знаете, некоторых девушек показывали полностью знакомство, как они уходили с мужем, тут, так, знаете, как быстренько, быстренько показываем, показываем. Вика с татуировками, я, честно, удивилась, что она ушла. Ну, наверное, ему просто не нравится, когда у девушки вот настолько зататуированное тело. Да, он хочет татуировку, но, возможно, не столько много, он не готов к такому. Лиза была в розовой кофточке. По внешности я удивилась, что она ушла, но, возможно, просто по внешности она не его типаж, но она хорошенькая. Кучерышка Каролина, я удивилась, что она ушла. Мне показалось, что она может остаться, хотя он же говорил, в одном конкурсе, где была игра для девочек, что он любит страсть в девушке, а не нежность, а она показала себя, в таком нежном образе. И вот, там была Катя. Катя, она в такой вот, эффектная в черном платье. Она как он даже выбирал же ей платье, и он выбрал именно это, не брючный костюм, не более воздушное легкое платье, а вот такой вот, страстный, не страстный, интригующий наряд. И да, возможно, именно из-за своего образа она и ушла. Если бы она оделась по-другому, там, не знаю, какие-то облегающие кожаные штаны, кожанку, там какой-то топик открытый, тогда бы, возможно, и осталось бы волосы, прическа могла бы стать, наверно, ту же. Настя с Одессы, мама двоих. Я была уверена, что она получит розу, потому что она его заинтересовала. Марина в золотом открытом платье — его типаж. Амина Кучерявая в закрытом голубом платье, такая вот нежненькая. Она, честно, не похожа на его типаж. Она тоже вот, она же была тоже нежная, воздушная, но он, тем не менее, ее стал. Возможно, она внешне похожа на его бывшую, посмотрим. Лиза крупье в казино, она хорошенькая. Я догадывалась, что она может остаться. Алина в синем платье, в темно-синем платье, которое у меня на заставке, которой он дает розу. Она красивая, она очень интересная. Видно, что она глубокая, что она не поверхностная. Лина полицейская не зацепила его. Ну, вы знаете, еще был вот еще, что я не рассказала, был случай, не на церемонии, а на знакомстве, что она надела на него наручники и ушла, и ушла надолго. Но уже сам сказал, что ему, было интересно, что первое время он думал, что она вот-вот сейчас придет, но она не пришла. И честно, я сама такой человек, который любит все контролировать. Я бы такой не выдержала, я бы такой не потерпела. Я бы через минуту, как она ушла, я бы сказала: "Позовите ее обратно, пусть она снимет наручники". Я бы, возможно, даже немножко агрессивно относилась к такому человеку, потому что я не люблю, когда сковывают мои действия. Да, для прикола там минутка, ладно, всё, там ушла за угол, вернулась обратно, но когда ты уходишь и идёшь там сидишь, это уже может быть перебор, особенно для мужчины. Ах, не знаю, меня бы это, честно, выбесило из себя, и, возможно, по этой причине он не дал ей розу, потому что она как-то, уязвила его. Юля конкурсы красоты показалось, что ему показалось, что она была с ним неискренна. Ну да, она говорила одно, а потом другое. И если бы она говорила по-другому, если бы она просто пришла бы не с завязанными глазами к нему, если бы они сразу бы начали все, как все на церемонии, знакомиться, возможно, она бы осталась. Но она, можно сказать, выгнала сама себя. Юля, организатор мероприятия, она очень миленькая, у нее такое милое лицо, такая милая улыбка, она, знаете, как солнышко, такая приятная. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, она не проявится с плохой стороны. Саша в зеленом жакете. Я ждала, что она получит розу, она мне понравилась, и я вообще люблю яркий макияж, и мне понравилось, что ей сделали тени зеленые в цвет ее костюма. Не костюма, а жакета. Желтая роза — это был последний шанс, он дал ее Саше.
она показалась ему слишком уверенной, но при этом она оказалась ранимой. И последнее — это у нас, Лена из антимонопольного комитета получила розовую розу. Розовая роза означает хозяйка всего дома на целую неделю. Ему понравилась ее внутренняя энергия. Он сказал, что она ею может зарядить весь стадион. Вообще, знаете, очень важна, внутренняя женская энергия, и чтобы она была сильной. Вот, к примеру, будет, 2 девушки, одна очень красивая, там как, Катя, Саша, и другая, скажем, ну, не очень симпатичная, но с такой энергией, как у Лены. И я не говорю, что Лена некрасивая, я просто говорю, к примеру, что у нее, у другой девушки, к примеру, не очень симпатичной, будет такой, ну, какой-то непримечательный, будет такой вот внутренний стержень. Да, вот если выбирать вот сразу, то он выберет красиво. Мужчины всегда выбирают глазами по большей части. Я еще не видела мужчину, который выбирает сразу же при первом знакомстве выберет какую-то умную девушку, начитанную, грамотную, а не вот такую вот красивую куколку. Но если человек будет знаком не меньше полугода с двумя этими, девушками, например, с 3, там, ну да, 2, одна будет очень красивая, но при этом она будет поверхностная, пустая и не будет ничем интересоваться, и будет, иногда такой, знаете, стервой себя вести, и будет рядом вот такая вот обычная, женщина, которая будет вот прям веселая, задорная и, легкая на подъем. Мужчина выберет ее вот с этой внутренней сильной энергией, которая зарядит весь стадион, которая будет шутить, будет смеяться с его шуток, а не когда мужчина шутит, твой мужчина шутит как-то мило, а ты на него обижаешься. Вот такой мужчина отталкивает. У мужчины любит шутить, и если ты не понимаешь его шуток, если ты на них обижаешься, он будет шутить другой, и он идет к той, которая понимает его шутки, смеется с них, потому что так мужчина будет закрываться, не чувствуя себя мужчиной рядом с тобой. В общем, мы обсуждали аж на понаобсуждали аж на 36 минут. Я думаю, пора закругляться. Это довольно много. Да, потому что, ну, первая серия. Первая серия всегда обсуждение идет долго. Я тут прячусь за шторкой, потому что очень яркое солнце сегодня. Оставайтесь, со мной. Будем обсуждать и следующие серии "Холостяка". Я буду смотреть и дальше. Для меня абсолютно нет ничего такого сверхъестественного смотреть, в дубляже. Через час привыкаешь, да, если просто посмотреть подольше, привыкнешь. Меня удивляли, знаете: "Всё, я теперь не буду смотреть, я включила видео, что дубляж, все, сразу переключила". Знаете, обычно те, кто пишет, что включил дубляж и сразу переключили, они потом все равно вернутся, они все равно потом посмотрят, либо в записи, на телеканале, либо просто в записи потом на YouTube посмотрят. Но все равно ж посмотрят, потому что очень интересно, все очень долго ждали "Холостяка", особенно я. Это так отвлекающе и очень приятно, что это шоу было снято до 24 февраля, и можно вернуться в прошлое. Хорошее, доброе прошлое. В общем, оставляйте свои комментарии. Те, кто присоединился сейчас, я сохраню эфир, и вы сможете потом посмотреть обсуждение и оставить свои комментарии, вопросы и мнения о девушках. Все, всем спасибо за просмотр. Пока.